Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Сегодня я играю вместе с Марком. Марк на своем аккаунте, потому что у него здесь ранг Король 3, а у меня уже ранг Ферси, поэтому со мной могут играть только те, у которых ранг не меньше Короля 3, если я не ошибаюсь, конечно. Может там Король 2 еще может играть, ну, короче, не суть-то важно. Поэтому сегодня у меня Марк утяжелитель. Вчера у меня был облегчитель в виде Беннисона, сегодня у меня утяжелитель. Поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто вдруг на меня не подписан. Подписываемся на мой телеграм-канал. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены, если что, в описании под видео и в комментариях под видео. Итак, какой у меня план на сегодняшнюю игру? Во-первых, я хочу попробовать все-таки реализовать пант через нефритового генерала, как обещал. Но посмотрим, получится ли у меня реализовать или не получится, кто знает. Ну, потому что это панды, понимаете, это панды. Их хрен нормально запишешь. Можешь сыграть 10-20 игр, и тебе панды в одной игре будут идти, а в остальных вообще не будут идти. Поэтому как-то так. Вот. Но также я тут вижу, есть вертолет. И можно будет записать вертолетика, либо же через зверей, либо же, соответственно, через 9 магов. Я хочу, конечно, попробовать его записать через кулон магии плюс посох 3-го тира. Но в целом, посмотрим, как игра будет идти. И от этого будем отталкиваться. Правильно? Правильно. Я ничего загадывать не буду. Клевер я взял. Тут я рандомлю. Тут упала мне палочка Гарри Поттера. Она мне не нужна. Ну, хп плюс 300. В принципе, мне нравится хп плюс 300. Погнали. Пойдет. Пойдет. Реликвии здесь тоже шикарные. Есть аптечка, хаотичный наговор, мастерская бума. Ну, прям кайф. Еще и двойные мобы, реликвия талантов есть. Блин, столько реликвий хочется взять. Но все ты не возьмешь. Так, почитал комментарии под предыдущим роликом насчет охотников. Ребята, если бы не Беннисон, я бы вряд ли их вообще реализовал. Потому что на высоком ранге охотники это полная шляпа. Их контр... Опа, опа, ничего себе, ничего себе. А это мне нравится. А вот это вот мне очень нравится. Я согласен. Берем. И кулон, и хускар. Ребят, если вам падает ранний хускар, и у вас есть хорошие предметы под него, поверьте, этот герой он будет разваливать. Вы можете еще и воинов поставить, там вообще будет шикардос. Я, кстати, кулон магии, наверное, закину в Марса. Хотя, может, он пусть физическим уроном бьет. Там у врага тоже есть хускар. Короче, я закину вот так сейчас Марса. Хотя, на самом деле, я думаю, из Марса вообще вытянуть этот кулон магии, у меня был физический урон, потому что то же самого Хускара я не смогу нормально пробивать. А Марс будет нормально физическим уроном ему по таблу прописывать. Ну, короче. Посмотрим, что мне будет идти. И от этого будем отталкиваться. Старт мне пока что мой нравится. Мне бы, конечно, хотелось найти раннюю панду, но панда не хочет находить меня. Ну и пошел ты в задницу. Так, стол у меня сильный, соответственно, берем плюс одну монетку за победу. Я думаю, воинов оставить. Или может взять немножко уровня, выставить БХ. Да, я, короче, возьму немножко уровня, закину в него кулончик и все. И, ну, в принципе, все. Неважно, в кого я сейчас клевер засовываю. Жрецов я на всякий случай оставляю, потому что есть аптечка священника. Может, я буду играть через лустрик. В общем, до целом. Вот меня спрашивали на старте, каких героев брать. Ребят, сильных. Если у вас есть сильное усиление, берите сильное усиление. Есть, соответственно, возможность хороших героев взять по типу там Хускара и тому подобное, то мы, соответственно, тоже берем. ЦК в 2 звезды, отличный герой. Легионка в 2 звезды, шикарный герой. Хускар и в 1, и в 2 звезды вообще шикарно. Если в 2 звезды пришел, то вы вообще почти можете ничего не бояться. Особенно если вы и воина там условно каких-то поставите, либо что-то еще. Короче, надо смотреть от того, что вам приходит тут в начале. Если... Ух ты! Чуваку алхимик пришел. На 4-м уровне. Но мне что-то кажется, ему панда засумонила алхимика, а не пришел он ему. Что-то есть у меня такое подозрение, если честно. Ну, кстати... Верное решение сейчас принял взять винстрик, потому что тут очень много людей играет через лустрик, и если у меня получится, то буду сидеть через хороший старт в виде винстрика. Еще в идеале, конечно, если мне придет хаотичный договор на 10-м, на 20-м повторно мне придет, соответственно, отмотка времени, будет шикардос. Я, конечно, хочу еще усиление. Вот ЦК пришел, берем это. Я не ЦК поставлю, я сейчас вот так поставлю. Хотя, может быть, и поставить ЦК. ЦК это рыцарь-демон, если что.
Кстати, по поводу вчерашнего стрима, ребят, у меня там произошло ЧП, и из-за этого я не смог провести стрим, поэтому дико извиняюсь. Опа. 2 мая будет стрим в 6 часов вечера, и там будет лобби с подписчиками, поэтому кому интересно это, соответственно, залетаем. В Телеграме я своем делал вопрос по поводу лобби с подписчиками. Вот. На самом деле, знаете, я сейчас сижу и думаю, а что же вам такого вот рассказать по поводу билда? Мне, в принципе, нечего рассказать. Но давайте, в принципе, про вертолетика расскажу. Пока есть возможность обузить кулон магии плюс посох 3-го тира, я думаю, вертолетик под 9 магами будет себя отлично чувствовать. Конечно, бы хотелось этого вертолетика в 3 звезды собрать. Ну, может и получится. А так, почему именно в 3 звезды? Потому что у него там большое количество тычек будет массовых и минимальное КД. И, соответственно, массовый урон у него будет прекрасный. Вот. Вот. Ну и под кулонами, посохом 3-го тира, соответственно, там урона будет закачаешься. Я, кстати, возьму сейчас уровень. Немножко усилю свой стол. Мне кажется, так... Это правильно, мне кажется. Усиление должно быть. Можно было бы поставить 4 тролля. Но не знаю, насколько это будет профитно. Мне кажется, это будет не очень профитно. Мне кажется, это хрень будет какая-то. Хотя у меня Марс есть, в принципе, мы можем поставить. Плюс 70% скорости атаки будет. Да нет, вот так сделаем и пусть будет. Пусть будет. Давай мне сейчас, пожалуйста, на 10-м раунде хаотичный договор. О, кстати, селедочка. Селедочку мы возьмем. Блин, мне так хорошо какие-то фигуры идут, но они мне не нужны по игре, понимаете? Да и гест мне не нужен, продаем. В общем, по поводу гирокоптера. У гирокоптера есть прикол. У него есть определенное количество тычек. В радиусе там 500, ну там примерно 4-5 клеток. Он в таком радиусе начинает биться своей ультухи. Вот. И там урон не сниженный. Он массовый и не сниженный. Соответственно, под посохом и кулоном он будет очень много урона носить массово. Под 9 магами это, соответственно, еще больше урона будет. В общем, посмотрим, как оно будет. Но я считаю, что все-таки гирокоптера нужно бафнуть. Бафнуть, чтобы уменьшить ему откат времени на его способности. Это слабая легендарка, я считаю. Если у тебя не будет хороших предметов и всякое такое, то ты не сможешь на этом вертолете ничего делать. Тебя быстрее сносить будут. Ты, во-первых, что его хрен соберешь адекватно. Так, пандочка на 10 уровне на 10 раунде мне пришла. Спасибо. Ну, спасибо, хоть не на 20-м и не на 30-м. Посмотрим, может мне сейчас панда вообще будет падать, и я такой, ну ладно, панды так панды. Посмотрим. Мне что-то кажется, мне в этой игре панды не будут идти. Вот чего-то я прям уверен в этом. Ну зато моим противникам нормально идет. Он чел шаманов уже поставил. Вот как в воду гляжу, здесь будут 100% 6 шаманов. Потому что Потому что есть дизраптор. Вот так вот. Ну ладно, на самом деле, собрав вертолетика через 9 магов, я думаю, я этих шаманов спокойно буду разрывать, потому что там будет обледенение сразу. Там у него неограниченное количество целей в определенном радиусе, поэтому массовые его тычки будут по всем лететь, и, соответственно, по всем будет обледенение лететь. Это вообще будет 10 из 10. То есть те же самые шаманы, они не смогут перевоплотиться от слова совсем. Манга мне упала, серьезно? Как же я рад, что мне манга упала. Какой бред. Какой же бред, боже. Спасибо. Я еще и палку 1-го тира скипнул. Ладно, возьму плюс броню, чтобы у меня Хускар был немного плотнее. Да. Игрок войны я тоже скипнул. Ну ладно, хрен с ним. В общем, в принципе, шаманов я должен спокойно забирать. Тайну, в принципе, если вертолетик у меня хорошо соберется, он даже может и инсектоидов порезать хорошенечко. Самое главное, чтобы приходили предметы адекватные. И вот прикол в том, что вот эти тычки его массовые, они имеют модификацию атаки. Это самое главное. То есть, если у вас условные криты, эти криты будут лететь по всем по-разному. Ну, по всем абсолютно. И по-разному могут критовать. Что, я считаю, 10 из 10 вообще. Поэтому, ну, не знаю, вертолетик, он вроде бы как бы сильный герой. Вот на бумаге он сильный. Но ему столько надо всего, чтобы его реализовать, что ты прям, ну, диву даешься. Нереально много ему надо.
куча предметов, чтобы он дамажить начал. Куча. Если этой кучи у тебя не будет, то, соответственно, и дамага у тебя тоже как бы и не будет. Не знаю, ну, такой герой, если честно, сомнительный. Но меня очень просили его реализовать. Вот я и попробую его реализовать. Сейчас, на самом деле, на физическом керри довольно-таки сложно выигрывать. Можно, но сложно. Сложнее, чем найти себе кулон и посох третьего тира. Тогда урона у тебя будет катастрофически много. Вот те же самые убийцы под кулоном и посохом прям разваливает, дай боже. Это вообще лютая имба, я считаю. Я вообще считаю, что этот кулон магии нужно переносить в, не знаю, в 4-й либо в 5-й тир. Лучше, конечно, в 5-й тир, потому что все абузят этот кулон. Ну как все? Ладно, не все, не все, не все. Мало в играх я вижу этот кулон, кулон 2-го тира под посохом 3-го тира. Но ребята, по-моему, еще не вкусили эту имбу. Но я думаю, в скором времени они увидят, что много кто играет через кулон и посох 3-го тира. И тогда они прям нормально будут прочувствовать эту всю движуху. И все увидят этот кулон, и я уверен, что выкатят патч. Так, какие предметы мне нужны под этого вертолетика? А, дальность групповой атаки вообще 400 ядров. Ну, то есть это где-то 4, 4, 4, 4... Где-то 4 клетки, 4-5 клеток, плюс еще и работает синергия гномов, что тоже неплохо. Гномы там дают радиус немножко, короче. Не сама брошка дает радиус, а именно синергия гномов сейчас дает радиус. Там, по-моему, 200 тоже ярдов дает, то есть плюс 2 клетки. Оно мне змейку сумонит. Серьезно? Как я рад невообразимо. Ай-яй-яй. Так, мишку продам, этого продам. Ладно, какие предметы мне нужны под вертолетика? Кулон у меня есть, естественно, нужен посох 3-го тира. Что мне дальше надо? Дальше мне нужно, скорее всего, будет БКБ, Наследие Духа Огня, МКБ, чтобы скорость атаки была и, соответственно, ни разу не промазывался. И из 5-го тира, я думаю, Бессмертие, Маска, Криты, Молнии, вот что-то такое. Но я думаю, что Молнии не особо-то будет профитно, Криты будут профитнее. Потому что, ну, там первые тычки полетят. Если у меня будут, допустим, те же самые криты, то на некоторых героев по-любому прилетит крит. А это обледенение, а это урон плюс. Скорость атаки ему на самом деле не особо-то нужна, конечно, но не прям критически она ему нужна. То есть это 1-2 предмета. Вот, допустим, если у меня будет так... А, понял. Понял. Кирпич прилетел по моей первой линии всей. И ему Хускар в 3 звезды появился. Понял. Ладно. Но на самом деле сейчас хорошо у меня манга забудется. У меня сейчас я этот раунд проиграю, следующий выиграю, потом я снова буду проигрывать, потому что буду абузить это манго. Может, у меня даже получится топовая манга сделать здесь. Буду терпеть, кстати, до последнего. Чтобы заюзать это манго и получить кучу опыта, кучу денег. Сейчас, если что, кто вдруг не знает, манго, оно зависит от вашего уровня. То есть, если у вас 8, то от 1 до 8 опыта и монет вы можете получить. Ну да, количество тычек, конечно, на 1 и 2 уровне вертолетика прям полная дичь. Реально полная дичь. Как по мне, разработчикам нужно бафнуть этого вертолетика. Но он сейчас не выглядит как герой 5-го тира. Он выглядит как герой 4-го тира. Вот те статы, которые у него сейчас есть, в действительности он выглядит как герой 4-го тира, а не 5-го тира. Ну ладно, меня просили, в принципе, раскрою, покажу, что он из себя представляет. Ну, надеюсь, у меня получится. В принципе, вертолетик довольно-таки сильный герой против спама. Ну, против инсеков даже неплохо может себя показать. Самое главное, это предметы. Так, проигрываем раунд. Я надеюсь, конечно, мне баф людей еще придет. Чтобы мог вообще прям профитно делать. Усиление. Так, это убираем, делаем еще слабее стол. Пу-пу-пу. Так, там 2 человека есть. Минус броня мне не нужна. Ну, вообще возьму, пусть будет пока что. Пусть будет, все равно у меня пока что
Кулон магии не находится в Хускаре из-за того, что там у противника есть. Как он будет нивелировать мой урон? Так, вот сделаю, потому что там есть типочек, который сидит просто через жрецов. Руинит мне. Кстати, ого, антимаг 2 звезды с кулоном. Дядя, ты не слишком большой? О, ладно. Антимажик мне тоже пришел. Тут я согласен, пусть приходит. Мне можно, им нельзя. У меня льготы, ребята. Кстати, мне написали в комментариях по поводу Марка, о том, что типа, сколько вижу видосов, он все время жестко отлетает. Ребят, Марк играет в удовольствие, как и я. Ему плевать совершенно на эти циферки, он там что-то тоже тестирует, что-то собирает, что-то пробует, поэтому не парьтесь на это что-то, что там он отлетает. Потому что у нас вместе с ним зачастую игры такие бывают, что мы вдвоем очень быстро вылетаем, иногда он топ держит, а я вылетаю. То есть все нормально в этом плане. Не надо на Марка наговаривать. Марк утяжелитель. Кстати, в Телеграме писали о том, что типа я редко выполняю героев каких-то там, которых там заказываю чисто там через чатики и тому подобное. Ребят, все просто. Есть заказы сложные, есть заказы легкие. И вот, допустим, меня... Опа, сюда винстрик. Меня часто просят записать вот ТБшку, да. Ну, я ТБшку не реализую физически, но это бред. Я не смогу его реализовать. Это очень сложно. Он может быть... Ого. Ого. Нормально там Марку пришло. Это тяжело. Тяжело в плане того, что ТБшка вне меты. Намного проще сидеть на всяких инсектоидах. Намного проще сидеть на всяких шаманах. Чем реализовать условную ТБшку. Того же самого генерала тоже довольно-таки трудно реализовать, потому что его хрен выбьешь. Ну, короче, я думаю, вы меня поняли в этом плане. Поэтому то, что у меня получается реализовать, то я, соответственно, и реализую. Так, убийцы тут, походу. Да, тут убийцы собираются. Неприятненько, конечно. Ну, я надеюсь, мне баночки нормально будут хпшку восстанавливать. Баф людей пришел, панды пришли. А можно мне вот так вот панды сыпаться будут только с первого раунда, пожалуйста? Можно? Давай мы договоримся с тобой. Чтобы они мне так с первого раунда сыпались, хорошо? Не знаю, на самом деле, типа, мне сейчас нет смысла сидеть через панд. У меня стол будет тогда намного слабее. Сейчас, если что, 9 возьму, на 9 я начну использовать манго. Так, кулончик тоже закину в антимага. В принципе, без разницы, в ком он будет. Ну, нормально, пусть сидит там. Надеюсь, что мне вертолетик будет нормально приходить. Я смогу его реализовать. Там уже Кес в 3 звезды. О, сильно. Так, ребята, что вы думаете? Может попробовать снова реализовать Кеза? Жду ваше мнение в комментариях. Хотите ли вы снова увидеть реализацию Кеза в моем исполнении? Да, но тут шаманы какие-то жесткие меня снесли. Неприятненько. Больненько. Больно в ноге немножко. В принципе, я Магна смогу реализовать. Так, тебе убираем. На мобах я сейчас выиграю. Получу манго, потом мне надо проиграть будет. Ну да, я смогу реализовать. Ставлю 2 хусиков. Мне кажется, так будет профитнее. А, я, кстати, смогу поставить немножко троллей. Вообще шикардос. Вообще шикардос. Так. Зачаровываем вертолетика, чтобы он не приходил. Не нравятся мне, конечно, эльфы. Марк через 9 магов играет, но играет через Марси. Интересно. Интересное решение. Ну, мне надо мастерскую бума брать. Надо. Ну, усиливаем стол. Не знаю, хусиков можно продать и того же самого антимага оставить. А ну давай посох 3-го тира, пожалуйста. С первого раза посох 3-го тира. Посох 3-го тира, давай.
Мгм. Мгм. Ставим неимбовых антимагов. Ни разу не имбовых. Так, этот раунд же мне проиграть надо, точняк. Что-то я тупанул немножко. Сейчас посмотрим, сколько мне опыта даст эти манго и сколько денег. Надеюсь, что довольно-таки много даст мне денег. Серьезно? А, ну он там сролился. Но все равно, посмотрите, какие ему фигуры пришли. И Берсерк, и Квапа, и Дизраптор. Ни хрена себе. Генерал пришел. Ребятки, вы очень поздно уже пришли ко мне. Очень поздно. Жесть, конечно. Так, 7 манго, поехали. Ну, кстати, еще неплохо они мне восстановили. Я думал, будет похуже. Но, ну хорошо восстановили. Сюда. Сюда эту прикормку. Антимаг, еще один берсерк. Не, ну я берсерка сейчас усилю, потому что я хочу поставить 9 магов, и пока что пусть у меня будет берсерк. Потом, как будет приходить не вертолет, я, соответственно, вертолетом буду керить. Пока что будет так. Пока что. Не, ну марка как-то очень слабо. Нереально слабо. Ничего, 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 ничего. 7 хп у Марка. Помянем его. Так, Дизрыч, хорошо. Антимага АПМ 2 звезды мне пригодится. Полезный герой. Так, Леончик, хорошо. Так, иди сюда, говорю. Делать берсерка. Так, лишние фигуры надо продать. Пант продаем. Но пока что пант можно не продавать в целом. Инвокера оставим. Хороший будет саппорт. Сложный выбор. Так, отлично. Одну монетку и 1 опыта получил. Вкусно. Чувствуется импакт. Надо 9 магов поставить. С 9 магами мне будет уже намного проще играть. Так, ну это типочек, который на шаманах пришел. Я его, в принципе, разорвал. 9000 урона от берсерка. Не, ну берсерк, конечно, классный маг. Классный маг. Вот это звучит. Горный вождь идет. Так, продаем, продаем, продаем. Вы не нужны. И мне нужен демон. Демон, демон, демон. Нет. Огр, кстати. Кстати, ну Огра можно будет поставить. Огр будет полезным. Тут вопрос заключается в том... Кто мне... Ну, горный вождь вообще мне нужен? Минер. А Дизраптор мне вообще нужен? На самом деле, я не знаю, нужен ли мне Дизраптор. Есть такое подозрение, что он мне вообще не нужен. Тут полурыцари, что-то недорыцари. Я надеюсь, что мне придет посох 3-го тира довольно-таки быстро. Как только он придет, сразу игра наладится. Как же много я сношу. Так, Унка, ты иди сюда. Дай мне гримтача, пожалуйста. Квапа, хорошо. Берем вампиризм. Имба. Так, тебя убираем, тебя убираем. Лину продаем. Хорошо. Хорошо. Но по игре мне вообще Квапа не особо-то нужна. Так, давай. Ну, наследие духа огня надо брать. Надо брать, это имба. Особенно, когда на твои стаки посоха, с посоха сохраняет, когда ты перерождаешься, это вообще 10 из 10.
Ну, там чел на последнем месте нашел себе берсерков 2 звезды и дизрапторов 2 звезды. Печально, конечно. Давай. Посох 3-го тира. Многого не прошу, ты же знаешь. Как всегда. Ладно. Ну ничего страшного. Очищающая сфера, в принципе, тоже неплохо. В принципе, тоже неплохо. На самом деле... Не, ну не скажу, что это прям бесполезный предмет, но намного было бы полезнее, если бы мне упал сейчас посох 3-го тира. Чел нашел драконий рог и нашел посох 3-го тира, закинул все это в дизраптора. Угу. Что-то будет интересно. Так, мне надо толпу героев в правую сторону сместить, чтобы туда летела тучка дизрапторов. Кто вдруг не знает, как это работает, то дизраптор кидает тучку там, где больше всего народа сидит. Бруда в 3 звезды, что? Зачем ему бруда в 3 звезды? Да, как эльфов. Сбрил. На самом деле я типа опасаюсь этого самого внизу. Так, это воины будут, они мне не нужны. Разор мне тоже не нужен. Но агра я буду собирать. Огр полезный герой. Прикольно, там чел кеза собирает. Угу. У меня есть очищающая сфера. В принципе, я могу вырубать ему убийц. Что-то будет нормально. Это будет нормально. Так. У него тут... У него синергия наблюдателя получается. И... Керикес. Вот кеза, чтобы закерить, надо не прям такие, знаете, жесткие предметы нужны. Чтобы он прям тащил. Так, Огар 2 звезды, хорошо. А где мой вертолет? Может мне кто-то сказать? Геликоптер, где он? Где мой геликоптер? Да. Так, 6 шаманов там, хорошо. Не, на самом деле меня типочек удивляет, вот этот, который бруду в 3 звезды собрал. Что-то у него там интересное. Инвокеров 2 звезды уже. Но вот этот тип на последнем месте, который играет через таких зверей, довольно-таки жестко. Мне надо посох 3-го тира. Мне здесь БКБшка 100% понадобится, потому что контроля будет очень много лететь от них. БКБшка вообще мне еще нужна для того, чтобы, когда я поставлю вертолетика, чтобы никакой контроль в него не прилетел, и всякое такое, он использовал свои способности, просто начал выносить. Бэмс, обледенение здорово. Боже, как же это жестко. Не, этот кулон 100% надо относить в 5-й тир. Это бред. Это бред. А от него урона миллиард, особенно под берсерком. Боже, игра надо мной реально угорает. Это какой-то прикол. Это какой-то пранк. Это реально какой-то пранк. Наконец-то он явился, не запылился. Эх. Осталось только посох 3-го тира найти. И минимум вертолетиков 2 звезды сделать. Желательно, конечно, найти еще бессмертие надо будет. Вот вообще, какие предметы под вертолетика я вижу? Ну, кулон, посох, БКБ, бессмертие, криты. Ну и, наверное, МКБ все-таки, чтобы вот реально никаких промахов не было и чуть-чуть скорости атаки, чтобы добавить. Мне кажется, это самые топовые предметы.
Антимага на всякий случай на автопокупку поставлю, ну, чтоб ману выжигал чисто вот так. У меня Рубик со скиллом бабки. Я, кстати, ЦМ-ку буду покупать. Я думаю, это будет полезнее, чем Котл. Есть у меня такая маленькая чуйка. У 6 шаманов 12 хп там. Не научила на третьем месте, вообще непонятно что-то. Вопросов нет. Теперь мне все понятно, что у него там собирается. Это инсектоиды. Но у него хпшки маловато. Но, в принципе, на самом деле, кого это останавливает на инсектоидах? Ему сейчас самое главное это найти героя. Аптечка. Ну, я реликвию таланта буду брать, потому что аптечка мне вообще не нужна. Зачем она мне нужна? А реликвия таланта будет профитная тема. Инвокер. Шо? Ну, я думаю, в действительности ЦМ-ку поставить. Пусть ЦМ-очка мне ману регенит. Будет полезнее. Зачем мне квапа? Нужна ли мне квапа или не нужна? В принципе, это безоруж. Зачем это мне надо? Рубрика все по 2. А на инвокера апну через яйцо. Можно было бы, конечно, посох первого тира поискать. Хотя я, наверное, оставлю вот этот урон. 350 урона с руки у горного вождя, это хорошо. Там всякий контроль будет лететь в берсерка. Давай, топоры, кастуй! Отстань! Отстань со своими станами, больно же! Снес меня, да? Или нет? Как я и говорил, наследие духа огня — это такая имба. Надо уменьшить вот это вот количество секунд перерождаемости. Потому что 6 секунд это реально много. Те же самые шаманы, они просто пол своей жизни стоят АФК. Так где вертолет? Я не понимаю. Чё за бред? Ну, инсект, скорее всего, вылетит. Хотя, слава богу, пусть инсектоид вылетает. Я думаю, никто не обидится, если инсектоид вылетит. Никто по нему скучать не будет, никому жалко его не будет. Инсектоиды должны страдать. Так, инвокер в обледенении. Что? А каким образом сейчас инвокер, находясь в обледенении, призвал форжей? Чё за бред? Наконец-то вертолетик пришел. Берсерк. Давай посох третьего тира. Пожалуйста. Фу. Спасибо. Спасибо тебе большое. Не знаю, ставить пока что вертолетика или не ставить сейчас вертолетика, или подождать немного лучше. Может, пока что пусть берсерк настакает стаки, а потом поставить вертолетика? Ладно, квапа мне не нужна. И в дальнейшем я хочу найти себе тайдуху. Тайд будет полезен. Уи, уи. Боже, как ты хрена урона. Ай-яй-яй-яй-яй.
Наконец-то. Этот запрещенный плод начал ко мне идти. Продать горных вождей, не продать? Или пусть стоят? О, грим. Наконец-то грим пришел, хорошо. Вместо копии можно дизраптора поставить. Хотя на самом деле мне и дизраптор особо-то и не нужен будет в этой игре. Хотя и нужен, и не нужен. Я даже на самом деле не особо знаю. Надо, что не надо. Кстати, вертолетика поставлю, пусть будет. Пусть будет, по приколу. У них так у всех мало хп осталось. Может закинуть уже вертолетика предметы и посмотреть, как он будет дамажить, или подождать 35-й. Я думаю подождать 35-й, на 35-м начать ролиться и собрать его в 3 звезды, и уже потом в него предметы закинуть. Рики с Сайленсом неприятно. Не, надо по-любому найти БКБ. Отстань от меня, пожалуйста. Ой, Ой, хорошо, Леончик только что сделал. Красавчик. Так, рок войны, отлично. В Нокера пойдешь. Сейчас на самом деле мне без разницы, какой буду брать талант, но я буду брать талант на яйца. А благодаря реликвии талантов у меня будет оба таланта. Ну и надо БКБшку поискать. Я сейчас ролиться не хочу. Посмотрим, что упадет. Ой, ролится. Ну да, ролить предметы я не хочу сейчас. Давай яиц. Так, горного вождя продам. Тайт, отлично. Тайт со своим дизраптором мне нормально так поможет, кстати. Где мои яйца? Посох первого тира пока что засуну. На самом деле зверя я не опасаюсь, я больше всего опасаюсь шаманом. Кстати, шаман по итогу в топ-3 заходит. Нормально. Так, ну это мне все не надо. Цепочка. Понял тебя, принял. Но из плюсов то, что наследие духа огня выпало. Это прям вообще класс. Тайдуха еще один. Яйца, отлично. Инвокер, но инвокер мне не нужен. Берсерк. Тайдуха, хорошо. Вертолетик еще один есть, хорошо. Так, ладно, скипаем, БКБ ищем. МКБ. Ну, МКБ пойдет. Пойдет против всякого там уклонения и тому подобное. В принципе, это будет неплохо. Так, теперь в вертолет я сейчас все предметы закидываю. Сейчас посмотрим, как вертолет себя будет раскрывать. Ну-ка. Давай. Пэмс, пэмс. Ну, кстати. Еще неплохо он так зачищает. Реально. Продал берсерков. Буду пытаться вертолета наролить. Берсерк опять идет, прикиньте. О, все сюда. Трехзвездочный вертолетик. Есть проблема, ребятки. Есть огромная проблема. Мне надо БКБ. Там же обезоружь есть, а у меня сейчас 380 урона с руки. А у гордого вождя 350. А это проблема. Это реально огромная проблема. Мне сейчас будет в вертолетик лететь. Ой. Ладно. Ладно. Так, ну-ка, вертолетик показывай. Не, пока я БКБ не найду, будут проблемы. Я тебя без оружия будут душить. Не, ну на самом деле не так уж все и плохо с вертолетиком. Нормально он так под кулонами, под посохом третьего тира чистит этот спам. Я думал, будет хуже. А на самом деле неплохо.
Еще бы БКБшку найти. Ничего урон не дает. Блин. Может горного вождя в 3 звезды собирать. Надо, короче, берсерка, либо горного вождя собрать в 3 звезды. Чтобы безоруж летел именно в берсерка, либо в горного вождя. У горного вождя было бы, конечно, идеально. Тут тоже безоруж. Боже, там 2 безоружия. Как же они мне малину все портят? А можно БКБшку, пожалуйста? Мне нужна БКБшка, и тогда будет все хорошо. Давай! Ух! Гребаная безоруж! Как так получается, что я первую тычку даю, а потом ничего не даю? Как это работает? Не, на самом деле вертолет, я думал, будет похуже. Но он у меня в 3 звезды. У него минимальная КД 9 тычек массовых. Ну, как я и говорил, кстати, шаман будет проблемой. Надо БКБ. Как только БКБ найду, проблем не будет. Ну, либо усиление в виде горного вождя, либо берсерка делать. Надо, кстати, как-то такую расстановку делать, чтобы Сайленс Дизраптора не летел на моего вертолетика. Как же он руинит. Это будет больно. Блин, одну тычку только что такую дал и толпу всю схавал. Серьезно? Ой, классный некрам. А как я винстрик сохранил? Я сейчас немножко не понял. Я ж проиграл раунд, у меня нету хаотичного договора. Каким образом я сохранил винстрик? Или это из-за того, что картинка ко мне приходила, и я из-за этого сохранил винстрик? Разве картинка не сбивает винстрик? Или я чего-то не знаю? Не, ну нормально урона он накидывает. Нормально. Я думал, будет хуже. Сейчас я, короче, полностью сролюсь. О, мотка времени берем. Сейчас я, короче, полностью сролюсь. Попытаюсь найти горного вождя, либо же найти, соответственно, берсерка. Кого-нибудь из них точно надо попробовать найти. Так, усиление есть, хорошо. Ну? Так какой инвокер? Дай мне горного вождя уже, пожалуйста. Так, некра закинуть вертолетика. Пусть будут, чтобы появлялись трехзвездочные суммоны. Я, кстати, наверное, в Тайдуху закину сейчас вот эти вот все предметы, чтобы Тайдуха 2 раза стан мог закастить. Сейчас на следующем раунде продолжу ролиться. Тайдуху молодец. Вертолет, давай! Стреляй! Больно? Давай! Давай! Не, я говорю, наследие духа огня это слишком жесткая имба. Из-за того, что у меня есть наследие духа огня, я тупо сейчас пережил этого шамана. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой! А ну-ка, сейчас поролимся еще чуть-чуть. Ты глянь. Я хотел горного вождя, но ладно, выхода нет, надо берсерка апать. Да, да, 440 урона, отлично. Сейчас обезоружь будет лететь в берсерка и все. Сейчас будет реализация, ну, на высшем уровне.
Ой, сейчас что будет? Ой, сейчас что будет? Чекаем, 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 ребятки. Чекаем. Убирайте детей от экрана. Не, ну, кстати, реально неплохо он забирает. Я думал, будет хуже. Ну, я думаю, Берсерк был бы пожестче, конечно. Но в целом вертолет, вот такой вот... Вот такого вот шамана, сразу видите, он ему скидывает перевоплощение из-за того, что по всем обледенения летит. Ну, неплохо, неплохо. Я думал, реально будет хуже. Я реально думал, что это будет похуже. Но получилось, кстати, неплохо. Так, он поставил там 4 горна. Поможет это ему? Нет. Я, наверное, кстати, сейчас влево немножко поставлю, потому что у него все шаманы прыгают влево, по сути. Серьезно? Серьезно? Охрененно я проиграл. Вот это я понимаю. Вот это вот имба. Какой бред. 10 тысяч еще спектра критануло. Кто вдруг не понял, что только что произошло? Так вот этот вот убийца Горн только что дал мне одной тычкой стан. Стан, и из-за этого мой вертолетик ничего не смог сделать. Вот это вот имба. 40%. И первая тычка стан. Ну, знаете, это как обычно. У противника работает как надо. У тебя же он критом станет не будет адекватно. Да. Беда. Беда. Ну, я думаю, сейчас у меня вертолетик закаслит, и я его снесу полностью. У меня слишком жестко. Поехали. У него еще и Чен, кстати, в 3 звезды есть. Бим, бим. Давай, 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 давай. Ай, хорошо. Плохой, конечно, ему шаман выпал, но я думаю, это бы ему не помогло, если бы у него даже условно там спектра была. Ай, хорошо. Ну, классная игра, классная. Такая. Вот, знаете, все было бы намного лучше, если бы мне сразу упала БКБ. Я бы тогда сразу мог показать вам вертолетика. Ну, на самом деле, я думал, что вертолетик будет похуже. А по итогу, вертолетик даже неплохой получается. Типа, можно его собирать через кулоны после 3-го тира. Серьезно. Я думал, будет похуже. Но неплохо получилось, неплохо. Но все-таки я считаю, этого вертолетика нужно бафнуть, потому что ты, ну вот не особо хочешь его собирать. Но в целом вертолет, он только против лютого спама работает. То есть там против зверей каких-то он может работать. Его комбинировать можно со зверями. Вот так вот можно через 9 магов и кулоны с посохом. Потому что урона довольно-таки много вкидывает. Плюс модификаторы атаки работают. Ну, ладно, неплохо, неплохо. Я ожидал худшего, если честно. Я думал, что это будет вообще лютая поплава. Но я думаю, если бы у меня было БКБ, я бы смог его намного раньше раскрыть и показать. А так по итогу он у меня 90% времени сидел в контроле и не реализовывал себя. Ну, неплохая игра получилась, неплохая. Шаманы вне меты, кстати. Угу. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто вдруг на меня еще не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!